Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю необыкновенно вкусный, быстрый, бюджетный шоколадно-пудинговый пирог, который буквально тает во рту. Готовится он без сливок, без желатина, без дорогостоящего сыра. И на его приготовление я потрачу не более получаса моего личного времени. Итак, сначала приготовим корж. Здесь 170 грамм муки, 30 грамм какао-порошка, 9 грамм разрыхлителя. Все это перемешиваю и отставляю пока в сторону. Здесь 3 яйца комнатной температуры среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы, щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара. Взбиваю сейчас до такой пышной пены. Ввожу туда порциями сейчас 140 грамм сахара. Все это можно замешивать просто венчиком, даже не используя миксер. У кого нет миксера, этот пирог можно сделать также и без миксера. Взбивала я примерно 2 минуты. Добавляю туда 75 мл молока комнатной температуры и 75 грамм растительного масла без запаха. И все это просто сейчас перемешиваю, ничего здесь больше не взбиваю. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Просеиваю туда сейчас всю сухую смесь. И просто прорабатываю сейчас миксером, ничего здесь не взбиваю. Тесто будет достаточно таким жидким, это нормально. Форма 28 на 18 сантиметров у меня здесь прямоугольная. Застелила просто пергаментом, бока я ничем не смазывала. Духовку во время выпекания не открываем. При 170 градусах будем выпекать примерно 20-25 минут, зависит от вашей духовки, до сухой зубочистки. Дала полностью остыть коржу, он остывает очень быстро. И вынимаю его сейчас из формы. Еще раз повторяю, тесто на этот корж можно замешивать просто обычным венчиком. Подготавливаю сейчас сразу корж. Насадкой крупной здесь можете и помельче брать насадку кондитерскую. Делаю вот такие отверстия в корже. Чтобы сам корж был более пышным и высоким, можно замешать тесто на 4 яйца, увеличив все эти ингредиенты соответственно количеству яиц. И тогда в этой же форме можно также приготовить этот пирог, но объем тогда самого пирога и вес будет, конечно же, больше. Это очень удобно. Если у вас нет такой насадки, вы можете делать просто такой как бы крупной палочкой какой-то или рукояткой от половника или чем угодно, чем вам удобнее будет. Остатки бисквита сейчас не выбрасываем, они нам пригодятся сейчас для украшения нашего пирога. И ставлю обратно в форму. И пока заготовку я отставляю в сторону. И сейчас займусь приготовлением крема. То есть готовится это все очень быстро. Во время выпекания коржа вы можете уже готовить крем. Здесь 750 мл молока я довожу до кипения. 150 грамм сахара, 16 грамм ванильного сахара и 60 грамм кукурузного крахмала. Если у вас крахмал не очень качественный, можно брать 70 грамм, либо же 2 пакетика сухого пудингового ванильного порошка по 37 грамм. Здесь 250 грамм холодного молока, добавляю туда всю сухую смесь. Перемешиваю, чтобы не было комочков. 2 яйца среднего размера. Разбиваю у них пленочки и добавляю сейчас все это к смеси. Просто перемешиваю и иду сейчас на плиту. Молоко у меня уже закипает. И в горячее очень молоко тонкой струйкой, помешивая в центре кастрюли, я ввожу всю крахмальную смесь.
Теперь на умеренном огне, кастрюля, естественно, с толстым дном, я довожу всю эту смесь при непрерывном помешивании до кипения. Как только пойдут вот такие первые характерные пузыри, я от этого момента, когда закипит вся эта масса, вот от этого момента я провариваю еще примерно 30 секунд, снимаю всю эту смесь с огня. Теперь я добавляю в эту смесь 100 грамм сливочного масла, перемешиваю все это и сразу же иду сейчас к моей заготовке. Ничего здесь я не остужаю. Горячую пудинговую массу я выливаю на шоколадный корж, чтобы она у вас просто не пошла комками, вся эта пудинговая масса, потому что он очень быстро застывает. И выливаю вот так вот аккуратно во все отверстия, которые я проделала с помощью кондитерской насадки, я заливаю пудинговую массу. Это делается все элементарно просто, главное здесь не обжечься. Накрываю обязательно пищевой пленкой в контакт, чтобы не заветрился у меня верх этого пирога. И отправляю сейчас в холодильник минимум на 3 часа. Можно на ночь отправить. Готов у меня пирог. Пудинг уже здесь очень хорошо схватился. И сейчас уже извлекаю его из формы. Форму он держит прекрасно. Главное здесь знать качество вашего крахмала. Посыпаю той крошкой, которая у нас осталась от вот этих вот отверстий, которые мы извлекали из пирога с помощью кондитерской насадки. Бока также украшаю измельченным бисквитом, и все можно уже нарезать. Пирог тающий во рту, нежный очень сливочный вкус, очень нравится детям. Желанный гость такой пирог на всех детских праздниках. И взрослым также, конечно же, очень нравится. Очень бюджетный, ничего здесь сложного нет, справится даже новичок. И внешний вид и вкус его порадует обязательно всех гостей. Пирог прекрасно держит форму, он прекрасно надламывается вилкой. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.